то, что мы едим, влияет на уровень нашей энергии. К чему тут еда? Для каждого из этих состояний сознания характерна своя еда. Если вы начинаете есть эту еду, вы опускаетесь в состояние сознания невежества. Если вы начинаете есть продукты, которые усиливают гуну благости, вы попадаете в это состояние. Одна из главных задач, которую я перед собой ставлю, это как раз поднять уровень сознания женщины так, чтобы она могла вот так вот легко двигаться по жизни, как рыба в воде. Один продукт в месяц убрать из рациона, потихоньку обнаруживая, что без этого продукта легче. Здравствуйте, меня зовут Диана Щербанская, и сегодня мы поговорим с вами о том, как еда влияет на нашу энергетику. Да, то, что мы едим, это раз, и то, что мы едим, влияет на уровень нашей энергии. И о том, как она влияет, известно уже тысячи лет. Во всяком случае, в Индии об этом известно уже 5000 лет. Давайте я расскажу. Итак, в Индии есть такая наука о здоровье. Она называется аюрведа. И она рассказывает, что есть 3 уровня сознания. Низкий уровень сознания они называют это гуной. Уровень сознания называется гуна. И вот есть гуна невежества. Вторая гуна, более высокая, то есть это более высокий уровень сознания, это гуна страсти. И третья гуна, то есть третий уровень сознания, гуна благости. Я расскажу про эти гуны, 2 слова, чтобы вы могли просто потом понимать, когда я буду говорить о еде. Гуна невежества – это мы находимся в таком летаргическом состоянии, нам все лень, мы как бы надо, но ничего не хочется, мы не хотим работать, мы не хотим развиваться, мы хотим, не знаю, там, лежать на диване, пить пиво, смотреть какой-то очень простой сериал. И это не про то состояние отдыха, а это про некий большой период времени, в котором человек находится, когда он находится вот в этой гуне невежества. И мысли у него такие, что все плохое, что ничего не получится, и не надо и начинать, и меня никто не любит, и здесь денег нету, и шеф придурок, а сотрудники козлы, если у него есть сотрудники. Когда человек попадает в эту гуну, в это состояние невежества, все внутри него замедляется, и в том числе замедляется пищеварительный процесс. Гуна страсти, состояние такого побежали, надо что-то делать, время не ждет, но я могу не успеть, ресурсов мало, их надо захватить. Очень много напряжения, очень много агрессии, но уже и очень много результатов. Они, правда, даются очень большим трудом, они даются потерей большого количества сил и энергии, они даются потерей большого количества ресурсов, но результат налицо. И понятно, что эта гуна более высокая, чем предыдущая, то есть это более высокий уровень сознания. Третья гуна – это гуна благости. В этом состоянии человек видит мир не как конфликтный, не как воюющий между собой, а он видит мир как мир возможностей. Он тоже движется к успеху, успех к нему приходит легко, он чувствует себя очень такой, как рыба в воде, очень комфортно. И на моем коучинге «Магия женской природы» одна из главных задач, которую я перед собой ставлю, это как раз поднять уровень сознания женщины так, чтобы она могла вот так вот легко двигаться по жизни, как рыба в воде. Определенными практиками, определенными пониманиями, определенным повышением уровня сознания. И человек в этом состоянии очень мало тратит времени, очень мало тратит ресурсов,
он ни с кем не воюет. У него то, что сегодня в менеджменте называется стратегия голубых океанов, то есть он находит какое-то нечто свое уникальное или свое оригинальное проявление. Он хорошо, если это мир бизнеса, он хорошо узнаваем среди клиентов, они его явно отличают, четко позиционируют, как выглядит этот человек. И вот это дает нам уровень сознания, который называется гуна благости. К чему тут еда? Для каждого из этих состояний сознания характерна своя еда. То есть, с одной стороны, человек в гуне невежества ест вот эту еду, а с другой стороны, если вы начинаете есть эту еду, вы опускаетесь в состояние сознания невежества. Повторю еще раз эту мысль, она важна. Первое. Состояние сознания трактует, что вам хочется есть. И если вы находитесь в гуне благости, то гуна благости диктует определенную пищу, определенные продукты, которые вам хочется есть. И наоборот, если вы начинаете есть продукты, которые усиливают гуну благости, вы попадаете в это состояние. И это известно уже 5000 лет. И давайте теперь об этом поговорим. Напишите мне в комментариях, я уверена, что у вас эти истории есть, что вы попадали в депрессию, начинали объедаться, вы влюблялись и переставали кушать. Какие-то свои истории расскажите, пожалуйста, потому что у каждого из нас свой собственный уникальный опыт, он очень интересен. И мне он тоже очень интересен, и я читаю комментарии. Что же это за продукты? Что такое продукты невежества? Придется назвать свой самый любимый продукт, который держит меня в гуне невежества. Он единственный остался в этом списке. Это колбаса. Колбаса, консервы, старые испорченные продукты, картошка, овощи, которые растут под землей. То есть, в частности, свекла и морковка, к нашему удивлению, тоже относятся к гуне, и лук к гуне невежества. Не будем отрицать, что они дают полезные вещества, но будем понимать, что они опускают уровень сознания. Итак, продукты, которым уже несколько дней, продукты, которые лежат в вашем холодильнике там 3-4 дня, даже если это был свежесваренный прекрасный там овощной суп или сате, если оно лежит несколько дней, оно перестает быть полезным, оно опускает уровень сознания, и мы переходим в гуну невежества. Гуна страсти – это все, что разжигает кровь. То есть вы поняли, что первые продукты утяжеляют наше пищеварение, вторые продукты из гуны страсти, они разжигают кровь. Это специи, это пряности, это овощи, фрукты, это свежее мясо, свежая рыба, это красное или белое вино. Кстати, пиво, водка относятся к гуне невежества, а вина относятся к гуне страсти. И человек, который потребляет эти продукты, у него включается внутренний огонь, он начинает быть очень активным, ну и вы понимаете, и он очень много борется. Борется с фантомами, с ветряными мельницами, борется там, где не надо бороться, и создает это напряжение там, где его не надо создавать. Третье – это гуна благости. И продукты гуны благости – это мед, орехи всевозможные, фрукты, рис, молоко, масло ги, чистая вода относится к гуне благости. Ну и все. Вот такой небольшой список. Вы спросите меня, а что, если в моем рационе все перемешано? Если вам захочется в эту тему заглянуть поглубже, то вы можете в своем рационе обнаружить один какой-то продукт, который максимально тянет вас вниз. Он может быть крайне редко на вашем столе, но вы точно знаете, что поев этот продукт, вы становитесь
тяжелым, уставшим, может быть, у вас портится настроение, может быть, вы ложитесь на диван, может быть, вы просто никого не хотите видеть. Так учили меня убирать по одному продукту, который ведет в гуну невежества, по одному продукту в месяц. Даже не в неделю, даже не в день. Один продукт в месяц убрать из рациона, потихоньку обнаруживая, что без этого продукта легче. Должна быть найдена замена этому продукту. И когда мы привыкли без него жить, мы за этот месяц обнаружили разницу, что без него легче, что состояние сознания более высокое, что энергии гуляют. И состояние сознания такое изменилось, и мы можем видеть эти изменения. Каждый четверг на моем YouTube-канале я провожу эфиры о всяком разном. В том числе я рассказываю о том, как влияют на людей различные стихии. И в каком-то следующем эфире я обязательно расскажу, какие продукты усиливают огонь, какие продукты усиливают воду внутри нас, стихию воды, какие продукты усиливают стихию воздуха и какие усиливают стихию земли. Каждая из этих стихий, она включает в нас определенное состояние. Стабильность дает стихия земли, сексуальность и легкость стихия воды, инновации стихия воздуха и движение к своим целям стихия огня. Заходите на мой YouTube-канал почаще, смотрите, ставьте свои лайки и раздавайте, если это было интересно, полезно, рассылайте своим друзьям, подругам, пусть это знают все. С вами была Диана Щербанская, и теперь вы знаете, что повышает и что понижает уровень нашей энергии, какая еда полезна, а какая нет. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.